Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши встречи субботние с Юрием Воскресенским, экспертом из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Хотел высказать вам большую благодарность за вашу активность в комментариях, за ваши просмотры. А наш прошлый выпуск набрал 150 тысяч просмотров. Большое вам за это спасибо. Да, друзья, начать наш разговор с Юрием я предлагаю с Макрона. Тут вообще распоясался. Слушайте, приходит на там газета форум в Греции, в общем, там организовывала. И давай рубить, так сказать, геополитику с наскока. Значит, уникальный момент у Европы. Проснуться, потому что Си против, Путин против, Трамп против, а США уже не союзники, поэтому давайте брать, как говорится, в свои руки. Примечательно, что это там целый ряд резонансных заявлений по этому поводу, именно таких смысловых, геополитических, но у него на неделе, да, вот как-то спросили: Макрон, ну ты же в 27-м году как бы все, да, ну, планируешь чего дальше? А он говорит: не планирую. Я типа не из политики пришел, вне политику и уйду. В общем, как-то так. Получается, у нас очень странная история, если такой глобальный вывод сделать. Макрон, уходя, тоже пытается внести свою лепту в этот хаос. Там лидеры, они вообще какие-то, знаете, обмельчали все, вот эти европейские. Склоки и искры летят между столкновениями геополитических интересов больших государств. Ну и, конечно, все завязано на каком-то личняке. Да, про Эпштейна все забыли, но, я думаю, еще вспомнят. Там Нетаньяху, например. А что Нетаньяху? А у него, оказывается, в декабре операция была «Рак предстательной железы». Об этом пишет разная пресса. Получается, что мы... Люди, вот массы, как принято говорить, в заложниках у людей, которые или уходящие, или откровенно больны, или, ну, что-то у них там происходит внутри, что позволяет задуматься, а кто нами правит. Что вы думаете по поводу вот этого моего, ну, скажем так, умозаключения? Ну и, конечно, Макрон, который это заявляет, он нам какие сигналы послал? Да, в общем-то, вы знаете, никакие. Макрон, или как его французы называют, Микрон, он войдет в историю как обычный подкаблучник, не занимающийся вообще внутриполитической французской повесткой. Ему осталось тут каких-то полгода, и чтобы нивелировать вот этот свой статус политического и семейного подкаблучника, над которым подтрунивает и Трамп, и другие мировые лидеры, он развернул действительно бурную активность. Вот они уже и с Польшей, да, учения какие-то проводят. Вот он, значит, угрожает и размещением стратегического своего какого-то запаса на границах союзного государства. Вот он уже ездит по миру, рядясь в тогу миротворца. Ну, это все, понимаете, смешно, когда у человека осталось меньше, чем год полномочий, тем более, если он сказал, что не будет больше оставаться в политике. Это смешно вдвойне. Результат Макрона мы видим и в экономике французской, где сейчас очень глубокая стагнация. Мы видим результат, в общем-то, и в рейтинге. Рейтинг, который выдает французская, подчеркну, пресса, это порядка 10-11%. Понимаете, вот эти все политики в мире не бывает все случайно. Ведь эти все политические ничтожества, они для чего поставлены? Они поставлены, чтобы на них списали все непопулярные решения по милитаризации, по вовлечению в военное противостояние с Россией, по финансированию нацистского режима в Украине, по, значит, резкому поднятию цен для собственного населения на топливо, на коммунальную плату. Вот посмотрите же, все как на подбор, с таким же рейтингом. Стармер 10%, ну Мерц чуть больше, Мерц выделяется у него 20%. Такой же рейтинг у Макрона. Такие же рейтинги у премьеров некоторых стран, таких как Бельгия и Нидерланды. То есть
Их, с моей точки зрения, поставила мировая вот эта закулисная элита, финансово-промышленные группы. Так посмотрите, они все где работали. От Макрона до Стармера, BlackRock, там, до Ротшильда фонда и так далее. Чтобы на этот переходный период, пока Европа готовится к большой войне, они взяли всю грязь на себя. Поэтому вот эти все плеяда недотеп политических от Урсулы и Каи Каллас, безграмотной Бербак, которая сочинила себе биографию, они все на этом посту для того, чтобы взять на себя непопулярные политические решения. А почему, вы спросите, Европа готовится к войне? А потому что кризис 19-20 года, связанный с ковидом, нанес такой колоссальный удар по экономике западных стран, что вылезти можно, избежать и минимизировать и устранить эти последствия только путем раскачки экономики. Сейчас можно раскачать только ВПК. Почему? Потому что все остальные сферы ты не раскачаешь без дешевых углеводородов. Ну нет варианта. Если вариант у США еще есть самообеспечение, то у Германии, Франции, других стран у них нет варианта другого, Испании, как получать российские дешевые углеводороды, чтобы обеспечить свой высокий уровень жизни. Я напомню, в Германии ВВП на душу населения порядка 50 тысяч евро. Это в 5 раз, например, больше, чем в России, Беларуси, и раз в 7,5-8 больше, чем в Украине. Значит, поэтому варианта-то нету. Они готовятся к войне. Не зря они заложили эти предприятия, порядка 400 предприятий, которые сейчас строятся, увеличивают военные бюджеты. Ну для чего это делается? Мы же понимаем, вот они построили, по-простому говоря, 400 предприятий, да, в том числе все вокруг границы союзного государства. И туда прокладывают уже нефтепровод, бензопровод для обеспечения чего? Чтоб поляки там заправлялись, у них что, топлива нет? И вот они построили 400 предприятий по производству снарядов, беспилотников, пороха, патронов. Да? Вот они произвели, забили склад, первую партию. А что дальше? Вот давайте предположим, что дальше рабочие по домам распускаются, предприятия закрываются. Они, эти группы финансово-промышленные, рассматривают эти товары как FMCG. Как жвачка, да, шоколадки на прикассовой зоне. Им нужен сбыт. Для сбыта надо обеспечить разжигание какого-то крупномасштабного военного конфликта, гораздо более масштабного, чем конфликт России и Украины. Но чтобы этот конфликт, чтобы эта война, когда она начнется, сразу ее в зародыше не остановили, в том числе собственное население, они, эти закулисные элиты, на сцену выдвинули вот эту плеяду политических клоунов, которые должны на себя взять всю грязь. И вот мы часто говорим, господи, быстрее бы в Европе появился какой-то сильный лидер, да, такая фигура, как Вилли Брандт, там Тэтчер, да, там Коль, Миттеран, де Голь. А вы знаете, я вот подумал, а я уже боюсь, если там появится сильный лидер, особенно в Германии. А не провозгласит ли этот сильный лидер Дранг нах Остен? Может, и в этом заключается их концепция, в том числе такой временной отрицательной селекции политических руководителей Евросоюза. Вот сегодня свежий материал Политикон по саммиту Г-20. Ну, смотрите, на этой неделе выделили 90 миллиардов кредита, а потом Зеленский... Как мы и говорили. Да, Зеленский поехал потом в Саудовскую Аравию, сегодня он в Азербайджане, то есть вот такая вот у него вот такое путешествие. В это время Украину бомбят. Днепр под жуткой атакой, там в Белой Церкви был прилет. Есть погибшие, конечно, ну, такая масса дронов была выпущена, и такая масса целей. Там 666 сегодня. Ну, вот число зверя, там это, оно фигурирует в официальных сводках воздушных сил Украины. Так вот,
в рамках вот этого всего саммита, и туда приехал Зеленский, там лобызался с Урсулой, значит, Политико делает следующие выводы. Значит, я позволю себе даже зацитировать, потому что это поэзия. Бирюзовые воды, создавшие потрясающий фон саммита, не могли скрыть расколов в Европейском Союзе. В то время как премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила журналистам, что поддерживает ускорение членства Украины, премьер-министр Хорватии Пленкович практически насмехался над идеей вступления Киева в ближайшее время. Я не думаю, что это реалистично. Это пройдет 1 января 2027 года. Хорватия, ставшая последним членом блока в 2013 году, довольно быстро это сделала, и все равно на переговоры ушло 6 лет. Это снова звучало иначе, чем подход, который предложил Макрон. Он отметил, что важно дать точные сроки для Украины и Молдовы. Годами, если вообще и было единство ЕС, то это была борьба с Орбаном. После его ухода и после того, как он пропустил то, что могло бы стать последним саммитом, даже иллюзия общего фронта исчезла. Лидеры, выступающие против вступления Украины в ЕС, больше не могут прятаться за позицией Орбана, заявил один из представителей Европейского Союза, который в переговорах участвовал. Как и другим в этой, скажем так, статье, им была предоставлена анонимность для обсуждения конфиденциальных обсуждений, состоявшихся в четверг. Слушайте. А правда же вот нет Орбана, и как-то вот опустела без тебя земля политических решений. Там, конечно, его вдогонку швыряют в него тапки, что у него там зять родной победил, там, ну, выиграл, поставил, в общем, там, закупил, скажем так, облигации, закупил бумаги, и потом Мадьяр стал, и они выросли. Ну, то есть, короче, сыграл на его поражение. Но это уже к детали. А концептуально вот этот раскол, пишет Политико, ну, непреодолим. Так о каких тогда заводах, бензопроводах, о какой войне с Россией, о каких вот этих глобальных целях может идти речь, раз они не могут договориться по бюджету и по всему, и вот был хоть Орбан, на которого можно было пальцем кнуть, а сейчас только на зеркало пенять? Смотрите, принципиально раскола в Европейском Союзе скажем так, среди отцов-основателей никакого нет. Все эти страны, Франция, Германия, ну, Великобритания, правда, она вышла, но тоже с ними там вкупе работает, они все заодно. И у них есть очень сильное лобби войны в виде бывших советских лимитрофов. Это 3 балтийских государства, как они сами себя называют, и Республика Польша. Вот это псы войны. Посмотрите, какая армия уже у Польши. Они планируют ее довести до 350 тысяч человек. Это практически как армия Германии. Армия Германии 370 тысяч человек. Фактически военнослужащих. Цифры, которые называют больше, это с резервистами. Вот кто-то говорит 400, 500, это резервисты. Эти цифры не считаются. Мы берем такую штатную структуру, утвержденную соответствующими документами. Поэтому вот эти южно-восточные государства, они просто решают свои локальные вопросы, и в случае какого-то похода на восток они не будут никак препятствовать. Вы посмотрите, помните, я говорил, да примут они 20-й пакет, чуть-чуть покуражатся и примут мгновенно. Мгновенно приняли. И Мадьяр, и был бы Орбан, Орбан бы принял. Он, в принципе, этого не скрывал. Он же говорил, вы мне нефтишку пустите, и я подпишу. Но здесь вот очень есть интересный вопрос. Вопрос, ну, во-первых, который вы задали, скучно без Орбана, да, но понимаете, с точки зрения практической, Орбан, его высказывания, его, скажем так, вот эти противоречия с Брюсселем, это было просто как неплохой инструмент для нашей всей информационной работы. По-русски говоря, пропаганды. Так, говорить, вот, дескать, сейчас ЕС развалится, смотрите, как у них противоречия. А потом раз, и 19 раз подряд Орбан проголосовал, нанося ущерб Российской Федерации и Беларуси. Поэтому вместо Орбана сейчас появится новый, этот Радев. Вы
Болгария, будет новый Орбан. Да и Мадьяр, кстати говоря, на удивление, пока стоит на позициях отстаивания венгерских национальных интересов. Он сказал, что ну, будет нефть, буду подписывать, а Украина никогда не войдет. Ну, по крайней мере, нужны десятилетия для входа в ЕС, в Россию. То есть он отстаивает венгерские национальные интересы. С точки зрения, конечно, венгерского народа, и Орбан, и Мадьяр – это замечательные политики, суверенные политики. Ну, по Мадьяру еще рано говорить, но вот этот первые несколько недель показывают, что он очень достойный руководитель. Кстати, он же крестный сын одного из президентов Венгрии, то есть это не сторонний человек, это человек из их политической тусовки. И, кстати, посмотрите, как он достойно предложил Орбана двинуть на председателя Еврокомиссии. Причем не шутя. Это очень неплохой политический ход. То есть вот эти типы Орбана нужны нам исключительно были для информационной работы, для практической работы. Они нам не несли никакой пользы. Они были, есть и останутся, исходя из своего геополитического положения, врагами Российской Федерации и Республики Беларусь. В общем-то, это закреплено и в распоряжении правительства Российской Федерации, в постановлении Республики Беларусь о недружественных странах. Но тут есть очень большой вопрос, который волнует наших зрителей. Орбана убрали. Хорошо, теперь разберемся с Фицо. Фицо проголосовал, он премьер с 2023 года, мы разбирали его в прошлом выпуске, он был девятикратный предатель, то есть за 9 пакетов санкций проголосовал. Каждый пакет санкций оценивается, ущерб их минимум 10 миллиардов, то есть Фицо нанес 100-миллиардный ущерб, 100 миллиардов долларов Российской Федерации, он проголосовал 10-й раз. И люди все спрашивают, и вот в благодарность за это предательство систематическое он будет на Красной площади. Вы что, с дубу рухнули? Не люди, которые, допустим, ведут информационный фронт и каждый день рискуют жизнью, на Красной площади будут, а будет там этот Фицо, понимаете? Это запредельный цинизм. Я понимаю, что надо раскалывать этот Евросоюз, значит, как-то информационно поддерживать тех, кто там с ними собачится в Брюсселе. Но зачем давать ему нефть по низкой цене? Зачем там строить какие-то АЭС? У нас что, нету стран-союзников? И некоторые, знаете, в комментариях говорят, а что вы вот комментируете Россию там, подождите, а что вы Америку комментируете? А почему вы Трампа комментируете каждый день? Потому что мы комментаторы, мы политологи, мы аналитики. А почему вы с 2014 года каждый день, я лично слышал на федеральных каналах о том, что Украина замерзнет? Вот 12 лет я это слышал. Так а чего вы комментируете Украину? Ну, то есть, понимаете, это настолько дурацкие вопросы. Мы комментируем то, что интересно, то, что смотрят. Я, конечно, могу широко рассказать о том, что происходит в Беларуси, где сейчас президент командировку проводит, занимается сельским хозяйством. Но это не так интересно нашим зрителям. По крайней Нет, мере, интересно с позиции, послушайте, интересно с позиции вот этого противостояния. Есть мнение, что это все, ну, в пользу бедных. Это просто это такая... какое? Ну, то, что Какого? вот Европа хочет там воевать, да, будет война. Если будет война России и Европы, то там точно будет и Беларусь, и Украина, и, в общем, в общем, Балтийские страны. Опять-таки, какая война? Вот сейчас события в Иране вообще непонятно. Вот смотрите, что такое война с Ираном? Да, вот просто все нырнули вот в этот... Ой, это варево, да, которое там Трамп мутит, которое выходит там с разными заявлениями. Сейчас вот у них как бы пауза стратегическая, неопределенности определенной. Значит, окей, переговоры, да, поехал глава МИД Ирана в Пакистан, говорит, не-не-не, я не к вам. У меня тут своя программа, я с пакистанцами встречаюсь. Что надо, там я передам американцам. Тут же уже все, Кушнер, Витков мчатся. Венс, правда, на неделе не доехал, как-то вроде объявили, что поехал, потом вроде нет, но вот на понедельник что-то намечается. Но с точки зрения войны, ну там, нанесли удары, разбомбили.
Все не все, а как ты оценишь? Иранцы показывают свои бункеры, которые уцелели, говорят, что вот столько-то у нас ракет, столько-то у нас дронов, то есть вы нас не победили и не победите. Но нет войны как таковой, то есть никто не вторгся на территорию Ирана пока, да, то есть мы не можем следить за линией фронта. Вот сейчас точно такая же ситуация и по украинскому вопросу. Вроде как линия фронта есть, да, идет там продвижение Донецкой области чуть-чуть, там Купянск, вот эти истории душераздирающие с солдатами, которые попали в окружение, все обсмеяли Герасимова с его докладом, а потом буквально на следующий день, о, божечки, оказывается там, ну, показали солдатов, которые там находятся, а они хуже, чем в плену выглядят, потому что истощены, потому что из лужи воду приходится пить, ничего не подвозят, понимаете? То есть, и это как раз-таки на том направлении, где Герасимов говорил там об окружении, о продвижении и так далее. То есть, о фронте проще как бы забыть. Ну, есть там что-то, но это такое мелкое, это такое, как вы говорите, неинтересное. Вот сейчас же там интересно другое, кто куда ударил. Вот полетели там дроны на Урал, да, на Урале дроны, вот это интересно. Так, а что ж это за война такая, понимаете? Вот мы имеем Иран, Украину. Мы понимаем, что война, такое ощущение, нам так ее выставляют, не делается на войне. Ну, то есть на поле боя не делается. Делается, стуча по клавиатуре, всякие твиты по экрану телефона. И вот вам и вся война, понимаете? Так, конечно, так можно очень долго воевать, и никто не хочет это заканчивать. Ну, смотрите, сейчас, понимаете, такое время информационное, поэтому война идет не только на передовой, она идет и в этих ваших интернетах, она идет и в кулуарах. А, Теперь к вопросу по поводу того, что готовится ли Европа к войне. Ну, это даже не обсуждается. Она готовится, ей надо 2, 3, 4 года, чтобы привести в соответствие свою промышленность, наполнить склады, которые они передали украинскому режиму. Другой вопрос, будет ли она или не будет, зависит от много факторов. Сейчас очень сложно предсказать, потому что вы видите, какой динамичный мир. Не выспался, допустим, Трамп, и пойдет все по тому пути. И забьет Макрона жена, пойдет по этому пути. Он еще больше, он поставит свои эти ядерные все арсеналы. У него, правда, нет ядерной триады, но поставит Польше, чтобы увести внимание. Поэтому она уже идет, эта война между Россией и Европой, только гибридная и через прокси, через страну-дрон, Украину. И смотрите, с каким маниакальным упорством европейские страны продолжают отбирать деньги у своих налогоплательщиков, чтобы финансировать украинский нацистский режим. Это ж не просто так делается. Туда-сюда, два. Король приехал, вот вам еще несколько миллиардов, да, евро. За это ж могут и спросить шведские налогоплательщики и все иные. Поэтому то, что они готовятся, это однозначно. Разные сроки были. Вот недавно Туск буквально вчера заявил, что Россия может напасть на Польшу в течение нескольких месяцев. Это они подогревают, это все они подогревают, разогревают общество, готовят общество, потому что когда обществу говоришь 10 лет, что будет война, уже люди устанут до такой степени, что скажут, быстрее бы она началась. И когда она начнется, ну, психология человека такая скажет, господи, слава богу, а то все болтали. То есть они к ней готовятся. И это показывают, понимаете, не какие-то просто комментарии, это показывает финансирование их, увеличение численности, вот это строительство логистических всех путей дорог, снятие и увеличение эстакад для прохода, допустим, машин, которые будут перевозить танки. Это же все не просто так готовится в рамках большого плана. Поэтому будет она или не будет, зависит в том числе от каждого из нас с вами. Потому что, несмотря на то, что, казалось бы, что мы можем? Есть такой момент, есть такое явление, как эффект бабочки, например. Или вот то, что мы ведем информационное разъяснение и призываем всех этих безумцев и недополитиков остановиться, оно тоже может рано или поздно сыграть.
Но зачем ключевым надо смотреть? Вот когда будет начинаться горячая фаза? Как только надо смотреть на Германию. Смотрим на Германию, потому что не эти вот шавки, Эстония, Латвия, Литва, не это Польша, они ничего не смогут сделать с мощью союзного государства. Смотрим на Германию. Как только в Германии придет какой-то сильный политик, и если он заявит не о нормализации отношений с Россией, а заявит на том, например, что Германия собирается проводить сильную суверенную политику и выйдет из соглашений, подписанных предыдущими правительствами, а именно Боннским договором 1952 года, который закреплял присутствие оккупационных войск на территории Германии, и Московского соглашения, не того Московского соглашения 70-го года, 12 августа, а соглашение 2+4, которое подписали в 90-м году, в 12 сентября. ГДР, ФРГ, СССР, США, ЮК, Великобритания и Франция. Так вот, в этих договорах в том числе фиксируется предельная численность штатная немецкой армии. 370 тысяч человек. Это предельная численность. Как только они даже скажут, что мы хотим денонсировать эти договора или провести какую-то ревизию, значит, они готовы к плану Дранг-Нахостен. Вот это самый главный маячок. Теперь, что касается происходящего на линии фронта. Это временное затишье, и буквально счет уже идет на дни, когда начнется крупномасштабная операция со стороны российских вооруженных сил. Потому что в сентябре 26 года выборы, на этой неделе опять провластное агентство ВЦИОМ зафиксировало снова падение рейтинга и правящей партии, хотя они там все 4 правящие, и руководителя Российской Федерации. Поэтому у президента Путина другого варианта нет, как успокоить электорат успехами на фронте. И эти успехи мы будем наблюдать. Что касается ударов украинского режима, да, они, конечно, болезненны, но удары российские-то в 5 раз более болезненны. Вот посмотрите, Усть-Лугу вроде сказали всю спалили, да? А сейчас мы читаем американскую прессу. Объем отгрузки Усть-Луги восстановился. А прошло буквально неделя. Понимаете? Ну То есть да, это я к чему удары были же говорю? масштабнейшие, там, ну, такие Да, все пожары. горело. А вот пресса пишет, судя по судоходству и количеству танкеров, восстановился объем. Это я к чему говорю? Это уже посыл к украинскому режиму, к украинскому правящему классу. Смотрите, самое основное у нас мобилизационный ресурс. Он в России в 5-7 раз больше. При этой войне на истощение все равно проиграет тот, у кого ресурса меньше. Соответственно, встает логический вопрос. Нафига козе баян? Зачем это делать? Зачем такое продолжать ожесточенное противостояние? Не лучше ли принять условия России, особенно с учетом того, что, правда, непонятно, вот я с этим не согласен, но не буду комментировать, но с учетом того, что Путин сказал, что готов встретиться с Зеленским. Я, конечно, промолчу, потому что, понимаете, Сталин разве говорил Гитлеру, приезжай в Кремль, что-нибудь подпишем? Ну, не было такого. Ну, ладно, хорошо. Здесь не Сталин и не Гитлер. Хотя этого киевского товарища все называли федеральные каналы Гитлером, начиная с 22 года. Так что, получается, Гитлер в Кремле сейчас будет? Ну, ладно. Но если... Опять промолчу. Но если, а то вот сейчас Песков позвонит, уже телефон на вибрации. Но если тебя Путин сказал, что я готов встретиться, собирай чемоданы, едь туда, спасай Украину, спасай своих людей. Уже мест нету на кладбищах. Тем более это политический просчет Путина, с моей точки зрения. И это может привести потом к очень серьезным последствиям. Поэтому я не понимаю логику украинского политического класса,
ведущего войну на истощение, потому что первые-то истощатся они. Да, Россия истощается, но истощается первый тот, у кого ресурсов меньше. Это же простая математика. Это, кстати, тоже очень интересный момент, который нам показывает искусственность вот этой войны. То есть, да, ведь война это же не только передовая. Вот вы там сказали, что будет наступление большое. Выходит пограничник главный украинский, говорит, а в Сумской области граница с Россией уже линия фронта. Там бои, там продвижение, да, там конечно, зона такая, ну, в общем, там буферная, в общем, это все делается, мол, смотрите. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что это означает то, что туда будут бросать тоже новые силы и ресурсы. Вовсю заговорили в полный рост такие деятели, как Бутусов, Цензорнет, который там все хочет быть в Минобороне кем-то, но ему, в общем-то, ну, имеется в виду должность официальную, чиновничью ему как бы не дают. Вот, он комментирует и говорит о том, что да, говорит, 23 года надо снижать возраст призывной. Некоторые идут дальше, говорят, давайте с 18. То есть мы понимаем, что деньги Европа дала, и, соответственно, можно и возраст снижать. Однако, вот вы там нам говорите о том, что вот, а почему слабости не используют сторон? Вот давайте, сегодня был очередной налет, да, там очередной раз Украина бьет. Это несопоставимо, я с вами согласен, даже по количеству, силе, мощи там, ударов и так далее. Но тем не менее, все вот привыкли к такому положению вещей. Да, те бьют, там бьют, тут смерти. Хотя как можно привыкнуть к смерти? Например, в Днепре Одище сегодня был. Тоже там, ну, много знакомых из Днепра, это, конечно, да. Громко имеется в виду, то есть, ну, сколько можно, уже пора договариваться. Никто не использует слабости. Есть мнение, что если Россия условно сейчас бросит Украину, ну, пойдет на все. А что будет внутри Украины? Вы же видите, вот сегодня в Буче очередного там в военной форме стрелка задержали, что-то он там ходил, стрелял. Каждый день какого-то стрелка задерживают. То есть началось то, о чем мы там с вами говорили, то есть вот эти все ну, скажем так, авторшоки вот этой войны и боевых действий. У кого-то как бы башню сносит, кто-то с фронта, кто-то СЗЧшник, кто-то еще кто-то, ну, то есть просто бандит. Ну и начинают стрелять по улицам. Кто-то просто дорогу перешел в неположенном месте, водитель достал пистолет и начал его стрелять в спину по человеку. Это как бы тоже, это все на этой неделе, понимаете? Ну так бросить, и Украина сама потом как бы, ну, в общем, перессорится, развалится и вот упадет к ногам. Только вопрос там к чьим, европейским или российским, вот вопрос. Точно так же и Украина, то, что вы говорили. Ну, то есть, все, заканчивайте, да, и там уже россияне сами переосмыслят все. Всю дорогу нам говорили, надо Путина. Вот война покуда Путин. Ну так создайте проблему Путину, закончите войну. То есть цели внятные не достигнуты, и пускай российское общество там решает внутри, то есть там, как к Путину относиться, будет у него рейтинг расти или падать. То есть никто не использует вот этот вот принцип айкидо, использования чужой силы. Такое ощущение, что какая-то история идет с этими дронами, налетами, беспилотниками и прочим, как по чьему-то заказу, как по чьей-то дудочке сейчас вот это все происходит в войне между Россией и Украиной. Вы знаете, тут все же зависит очень, чтобы дать ответ на ваш вопрос и вопрос зрителей, надо, конечно, подумать о характере этой войны. Носит она экзистенциальный характер, как считали и считаем мы, и русские патриоты, либо это носит война империалистический характер. Вы понимаете, да, о чем говорю, когда ТНК делит собственность, потоки, нефти, газопроводы и так далее. Если она носит империалистический характер, то тогда все складывается. Тогда она так правильно должна идти. Да, и к слову, до сих пор никто не может ответить на вопрос, а официально-то, Александр, войны-то нет. Ни одна из сторон не объявила. Пятый год сражаемся, а войны нет юридически. Ни Украина не объявила, ни Россия не объявила. Понимаете?
И это все наводит на грустную мысль, что эта война может носить вот такой империалистический характер. Но мы-то думали и думаем, что она несет экзистенциальный характер, что это угроза существования русской цивилизации, и поэтому российское и белорусское общество поддерживало проведение специальной военной операции. Но то, как сейчас проходит, и как проходят все эти годы, когда, простите, с 22 года, с момента того, как русские войска стояли под Киевом, действительно, за 3 дня стояли уже в районе Оболони, с того момента не было проведено ни одной стратегической операции, хотя все были силы и средства. На линии фронта сейчас присутствует 700-750 тысяч человек со стороны Российской Федерации. Далее странное происходит и в зачистке информационного поля. Понимаете, особенно в последнее время. Что-то забыли уже про национал-предателей и навальнистов, а чистят кого-то другого. Вот вчера я увидел обращение Вики Цыгановой с ее мужем, которая говорит, что ее концерт в Луганской области отменили АП. И показывает, да, туда, куда-то наверх. Тут Фица будет на трибуне. Я не знаю, если таким образом пойдет, может там и Галкин будет, а Пугачева петь на Красной площади. Тогда это был изначально империалистический характер всех этих действий. Но, вот вы сказали, может Россия там остановиться. Так, а как остановиться надо, выйдя на границы Российской Федерации. Вот и все, есть же Конституция. Что значит остановиться, если с точки зрения Российской Федерации это территория России? Ну, по крайней мере Донбасс, потому что я согласен, что по Запорожской и Херсонской там детально не прописано. Там написано Запорожская область, правильно? А может же быть столица Запорожской области, например, Мелитополь. Или Херсонская область. И может столица Херсонской области быть, например, Геничинск. Там не написано в Конституции Херсонская область с центром Херсона. А именно закреплены вот такие форматы. Соответственно, вот по этим областям это дает России люфт для переговоров. И по ходу дела, скорее всего, в Анкоридже так и договорились по этим областям, что, может быть, заморозят по линии противостояния. Но по той части 17%, от 15 до 17%, что сейчас осталось, Донецкая область. Дониленд. Да, Дониленд. Дониленд. Дониленд, ну, он четко принадлежит Российской Федерации. И поэтому абсолютно очевидно, что до конца года этот вопрос будет решен. А я думаю, что до конца мая будет вопрос решен с Четырехградием, и оно превратится в Трехградие. Уже российские войска инфильтрируются очень активно в Константиновке. И вот с Четырехградия Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка может остаться в Трехграде. Поэтому Россия должна обеспечить конституционную целостность, и мы ее всячески в этом поддержим. Почему Зеленский не предпринимает айкидо? Наверное, у него плохие советники. Дело в том, что он себя же отдал на откуп полностью нацистам. Вместо того, чтобы посмотреть, на каком языке говорят украинцы, в какие церкви ходят, и вообще нужен ли, например, раскол церквей. Ведь абсолютно очевидно, что для сильной Украины нужна одна сильная православная церковь. Ну, так да? Ее и придумали чего. ПЦУ. Придумали, назначили, создали. Нате вас. Вот, хотите церковь единую большую? Вот, пожалуйста. Так это искусственно, а она должна быть канонической. И так во всем. Вот понимаете, зачем прессовать людей, которые не будут... Сейчас такое информационное время и такой открытый мир. Если ты издеваешься над человеком, он берет и уезжает. Вот у нас в Беларуси на каком хочешь, на таком и говори. Хочешь на украинском, хочешь на казахском. У нас что, книги изымают, что ли? Нет. Хочешь мессенджеры тебе, хочешь ставки, хочешь казино. Вот.
Казики не буду в эфире рекламировать конкретные, да? Вот, то есть, понимаете, нельзя, как только ты давишь человека, он собирает вещи и уезжает. И вот с точки зрения украинских национальных интересов, конечно, зачем вы издевались над этими людьми? А потому что Зеленский попал полностью, во-первых, он завербован МИ-6, произошла эта вербовка в 21-м или 20-м, я все путаю. Помню только день, 7 октября, в день рождения Путина. Это произошло. Значит, попал под влияние нацистов этих всех, националистов, которые его окружили и ненавидят Украину. И не используют айкидо. Ведь вы просто представьте, если бы Зеленский сказал: хорошо, сел в самолет и приехал в Кремль. Вы представляете, что бы в России было бы, с учетом того, что во всех провластных пабликах 90% от Соловьева до РИА Новости, 90% дизлайков, когда слышат фамилии Дмитриева, Матвиенко, Орбан, Зеленский, Анкоридж. Вы представляете, что было, если бы он приехал, тот, который говорили Гитлер и воплощение ада на земле, нам это с утра до вечера говорили, и он приезжает в Кремль. Вы представляете, какой бы это был ход сильный со стороны Зеленского? Это сейчас общество возмущено, и любой триггер может его взорвать, а соответственно ослабить позиции Российской Федерации. И если бы Зеленский предпринял политическое айкидо, то это было бы профессионально. Но, скажем так, если бы он был профессионал, он бы и не допустил начала специальной военной операции. Он бы не допустил того, что Украина в итоге превратилась в бесконечную территорию выживания и территорию кладбищ. Он не профессионал, и он абсолютно зависим от своего нацистского окружения, которое нужно истреблять. Пока это окружение будет в Украине, даже если вот подписали мир, мира в Украине не будет. Потому что они издеваются над другими людьми. Они являются тоталитарной сектой по своей сути. И это нормальный человек никогда не воспримет. Всех этих Стерненков, Карасей, там, диких этих, бородатых, Белецких, всех этих мерзавцев, которых надо нейтрализовать. Юрий, вот если мы посмотрим на международную немножко арену, сейчас визиты же ключевые, важные. Ну там, Карл к Трампу мчит, официальный визит, король. Почему это важно? Потому что понятно, кто рулит, кто, в общем-то, задает тон. И вот эти все шероховатости, я так мягко скажу, а на самом деле там побитые горшки Европы и США, они вот очень, очень важно, как будут выглядеть дальше, после этой встречи. В Китае тоже веселье, потому что там встреча Си и Путина, и вроде как на 15 число вот скоро тоже Трамп приедет, некоторые говорят, а может они вместе поговорят. Ну, такой, как предположение, подтверждения этому, понятное дело, нет. Это момент перед, ну, там, перед прыжком очередным, я имею в виду мирового хаоса, ударов. Бездну. Ну, в Прыжок бездну, в да. бездну. Прыжком в бездну, или это все-таки нам сигналы, что сейчас как-то, но это все, в общем-то, будут сворачивать, и, ну, условно, как мы проснулись после ковида, война, и про ковид все забыли, вы его, кстати, вспоминали сегодня по поводу в контексте Европы, так мы и проснемся, например, и все, и как бы все закончилось, а дальше будут сидеть и чесать репу, а что это вообще было, что... Ну, что происходило. Потому что вот вы тоже правы, понимаете? Тут просто надо тоже посмотреть под этим углом. Ну, возьми и приедь в Москву. Ну, кого бояться? Внутри Украины Зеленскому некого бояться. Внутри России вообще некого бояться. Ну, кто его тронет? Ну, то есть, и это действительно поднимает опять эту пену, все начинают бурлить, возмущаться, да, но сделать никто ничего не может. И можно принимать любые решения. Вот так война, в принципе, и закончится. Все закончилось, а дальше все бурлят, возмущаются, оплакивают погибших, зализывают раны, и все. А что решено?
Вот вопрос же, что решено? И кажется, вот то, что решено будет, вот это вот принципиально важно на вот этих встречах. Будет ли союз России и Китая военный? Вот так вот. На перелом духа Анкориджа. Лавров дает интервью, у него такие, знаете, ну, очень серьезные такие стрелы прям, да, о том, что как раньше было армия и флот, главные союзники Российской империи. Сейчас, конечно, ВКС, там дроны, вот это все. Ну, то есть не на кого рассчитывать. Вот он дает такой месседж. А, с точки зрения Британии и Трампа, ну, им же тоже не надо ссориться. Они же все равно все одного теста заквашены. То есть там тоже другая, как бы, другой момент. И мы все равно находимся, что этот дух Анкориджа спутал все карты. Так может, в рамках этих двух встреч и решится главное противоречие? Не то, которое нам рассказывают, что украинцы и русские воюют и убивают друг друга, там, да, потому что одвична борьба, там, или какие-то еще рассказы, там, про нацистов, про еще чего каких-то, а вот просто решатся главные вопросы, которые сделают войну бессмысленной. Ну, вообще вы правильно подвели к тому, что это война Запада и России. Просто через прокси страну. Вот и все. Это не война России и Украины. Это война, о которой, начиная с фултонской речи Черчилля, мечтали все советники и все госсекретари США. И некоторые из них писали это в книгах. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что триединый народ русских, белорусских, украинцев надо просто расколоть. Ну, это их стандартная история еще даже со времен Римской империи. Западное общество, они наследники римлян. И вот это разделяя властвуй, это же было всегда. Вот. Тем более, что, понимаете, вот русский народ, белорусский, все время будет, я не знаю, как сейчас украинский, он немножко, конечно, сейчас в таком нездоровом состоянии, и фактически с украинцами по итогу СВО надо работать как с жертвами тоталитарной секты. То есть как минимум 2-3 года нужно проводить период информационной и прочей реабилитации. Но вот мы всегда будем чувствовать боль, если мы не будем вместе. Если у нас не будет украинцев, если мы не можем, как раньше, спокойно приехать в Чернигов, Киев, а наши спокойно приезжали в Гомель, а ваши спокойно приезжали в Гомель, МИГ, мы будем чувствовать себя ущербно, потому что это как будто наша частичка отрезана. И англосаксы это знали. А когда люди себя чувствуют некомфортно, они пытаются то за кого-то не того голосовать, то какое-то, не дай бог, действие сделать, да, незаконное, насолить той власти, которая помогла отрезать этот кусочек. То есть англосаксы добились своего, это я подвожу к тому, что мы всегда будем чувствовать боль от потери украинской составляющей в нашем триедином союзе. Они это прекрасно поняли. Теперь, что касается встреч, да? Да-да, то есть это война Запада и России. И она также должна остановиться между Западом и Россией. И Анкоридж это попытка. Но это попытка между Россией и Трампом, а не Западом. Потому что Трамп является маргинальным, скажем так, представителем. Он не должен был избран с точки зрения мирового закулисья. Они даже прислали к нему убийцу наемного, но боженька спас. Понимаете, такого чуда не бывает. И его никак не синсценируешь даже. Его просто должны были убить. Вот и все. И он им немножко спутал карты. Вот. Но, к сожалению, потом он попал под влияние израильского лобби, потому что у него вся семья это иудеи. От Кушнера до жены Кушнера. Вот. Поэтому это, то, что было в Анкоридже, оно все равно было бы дезавуировано, если не в ноябре 26 года, когда Трамп проиграет, то буквально через 2 года. Ну вот что за 2 года может сделать Трамп? Ему осталось царствовать 2 года. 28 год, при таком подходе он проиграет и президентский пост. И снова пойдет все сначала. То есть
нет согласия со стороны западных и американских элит в таком примирении с Российской Федерацией. Почему? Потому что число жителей на планете растет, ресурсы истощаются, ковид всех подкосил. Если бы не война, уровень жизни простого американца и европейца ухудшился бы еще больше. Так он ухудшился только, условно говоря, в 2 раза, да, за счет того, что цены, да, на энергоносители выросли. Вы скажете, так и так же ухудшился. Да, а так бы ухудшился в 4 раза, если бы ВПК не разогналась и не подтянула все сопутствующие сферы. Логистику, строительство, значит, и инфраструктуры, и транспорт, да, вот эти все сферы пошли за ВПК в рост. Поэтому у них сейчас нету никакого иного подхода и нету иного варианта продолжать обеспечивать высокий уровень жизни, который у них есть, за счет грабительского использования и желательно по дешевым ценам ресурсов Российской Федерации. Либо другой страны. Но другой страны они сунулись в Венесуэлу, там, понимаете, специфика. Да, там страна на первом месте в мире по запасу нефти, да, 300 миллиардов баррелей. Но она там тяжелая, как грязь. Это требует очень большой инфраструктуры, переработки. А мы же работали в Венесуэле. Понимаете, там после обеда вообще никого не найти. Они, хоть ты бей их, хоть ты их стреляй, они не хотят работать. Понимаете? Ты ж не будешь завозить персонал. Вот. Поэтому... На примере Украины все чаще и чаще говорят, давайте завезем кого-нибудь. Да. Ну, так в Венесуэле такой климат, такой, понимаете, райский, что там и я бы, наверное, не работал. Вот. Банан съел там или там авокадо, и все. Поэтому он полез в Иран. В Иране тоже получил по зубам. Останавливаться не собирается. И это вопрос, вторая часть вашего вопроса тоже о мире может быть в Иране. Ну какой мир, если он уже третью авианосную группу подтягивает туда в составе 20 кораблей? Если там уже было 50, а уже 60 тысяч военнослужащих. А они для чего там вообще в Ближнем Востоке? Демонстрацию провести в поддержку Трампа? Или для чего они там? Для чего весь израильский аэропорт забит бомбардировщиками и заправщиками самолетами США? Все очевидно. Но и в Иране они обломают зубы. И потом они будут думать, ну, остается только Россия. Только Россия. Пока мы ее будем политически, да, не оставим в покое. Вы посмотрите, впервые в истории они какие-то представительства фрикам каким-то дали в парламентской ассамблее ОБСЕ, да, типа депутаты, наверное, там деньги какие-то платят. Впервые в истории. Это политически они продолжают качать Россию. Начинают какие-то создавать там флаги Кубанской Народной Республики, там Адыгеи свободной, да. Это пока идет подготовочка. Когда они обломают зубы на Иране, они обломают на нем зубы, даже если высадятся и возьмут под контроль побережье, они не удержатся на нем. Там рельеф, это страна гор, страна пещер. Там невозможно удержаться. Только если зачистить все и дойти до западной границы Ирана. А для этого надо несколько, как минимум 1 миллион человек, как минимум. Так вот, и после этого они будут думать, если мы не сможем поработить Россию вот таким путем политическим, чтобы эти национал-предатели, навальнисты, все марионетки возглавляли и нам по дешевке снова через северные потоки, которые мы продадим американским компаниям, поставляли эти ресурсы, то мы пойдем на нее войной. Вот такой прогноз. Я хочу очень, Александр, очень, вот поверьте, чтобы мой прогноз не сбылся вообще. Но с 1994 года 99% прогнозов, которые я даю, все сбываются. Поэтому и в Иране Дональд собирается развязать новый этап войны. И нас они в покое не оставят. И Украину они рассматривают как территорию,
которую надо обнулить, потому что это очень сильно истощит Россию. Ну, правда, тут вопрос, что Россия тогда будет истощена, действительно так. Она уже истощается. Но Украина-то вообще будет обнулена. И нужно ли это украинским политикам, если там таковые еще остались? Поэтому вот эти встречи Карла с Дональдом, Дональда Си ни к чему не приведут. Да и, знаете, в Штатах же рейтинг Дональда очень сильно упал, рекордно низко. И его уже начинают рассматривать как, ну, если не хромую утку, как заболевшую такую утку. А хромой он будет после ноября. Это уже даже не обсуждается. Если человек призывает всех своих сторонников голосовать за своих представителей в таких республиканских штатах, как Флорида и Техас, и там выигрывают демократы, то вы понимаете, что ждет его в ноябре. Примерно та же история с Орбаном и Мадьяром. Я думаю, что и процент вполне возможно будет похожий. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Юрий, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, подписывайтесь, пишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.